Масоны оставили свой след в архитектуре Москвы, и я готов раскрыть их секреты. Зачем они использовали символы и знаки на зданиях? Какие тайны скрывает архитектура? В этом видео мы найдем следы московских лож и их символов, которые до сих пор имеют значение. И кто знает, возможно, вы сами станете частью этой загадочной истории. Масоны – это участники тайного братства, которое появилось в Европе в 17-18 веках. В Россию масонство пришло в 1731 году. Тогда английский капитан Джон Филлипс стал первым великим мастером. Позже важную роль сыграл Иван Елагин в 1772 году. Его официально признала английская ложа, и он получил право создавать масонские ложи в России. С этого момента и начинается история Великой Ложи России. Масоны оставляли на зданиях особые знаки. Такие знаки можно было увидеть и на доме страхового общества России, к которому, собственно, я и подхожу. Этот дом страхового общества Россия построили в самом начале 20 века. На тот момент он был самым таким, знаете, суперсовременным, с лифтом и собственной электростанцией. Но самое интересное — это не техника, а именно детали на фасаде здания. Вот, например, фигура в фартуке. Это образ вольного каменщика, то есть масона. А колонны — это Боаз и Яхин, столпы из храма Соломона. Сейчас пройдем еще мы с вами во внутренний дворик. Там покажу саламандру. Это символ стойкости. Здание огромное, колонны, вот эти Боаз и Яхин, встречаются очень часто. Сами можете посмотреть все это дело. По легенде, такие знаки показывали, что здесь всегда помогут своему. Даже можно было снять жилье, если ты масон. Ну и символы тут не случайно. Циркулеугольник — это про самоконтроль и честность. Всевидящее око — про ответственность. Песочные часы — это как напоминание, что время уходит, а фартук — символ честного труда. Все эти детали как зашифрованное послание, которое открыто для тех, кто знает именно как их читать. Вот он, внутренний проходной дворик, в который вы сами можете заглянуть и посмотреть все эти знаки. Вот, например, та самая саламандра под балконом, горгульи, столпы Яхин и Боаз. Я, кстати, уже переговорил с местными жителями, сказали, что многие вот эти, назовем их артефактами, да, лепнина, знаки были уничтожены в ходе реконструкции здания, в ходе ремонта. О, два бюста. Дворик такой тихий, спокойный, проходной. Поэтому сами можете сюда прийти и полюбоваться. Сюда очень часто водят экскурсии. И рассказывают про московских масонов.
Ученик – это степень посвящения, которая делает кандидата масоном. Подмастерье – это промежуточная степень, связанная с обучением. И мастер-каменщик – третья степень, необходимая для полноценного участия в масонской жизни. Я уже подошел к Архангельскому переулку и хочу вам показать церковь Архангела Гавриила, которая еще известна с 1551 года как храм мясников. В 1701 году Александр Меньшиков перестроил ее. Вот она, видите, башня, колокольня. В общем, он ее перестроил и добавил шпиль с ангелом. Позже этот образ повторили в Петропавловском соборе. В 1723 году храм сгорел от удара молнии. Башню восстановили лишь в 1770 году, но уже без шпиля. По одной из версий реконструкции руководил масон Гавриил Измайлов, а верх башни использовался для тайных собраний. Символы на фасаде все были уничтожены в 1863 году по приказу митрополита Филарета, но внутри есть старинная икона со всевидящим оком. Обязательно сюда зайдите, будете в Москве, Архангельский переулок. К сожалению, на территорию в данный момент я попасть не могу, поэтому показываю вам только вот как башню, да. И сейчас попробую еще с той стороны снять. Насколько я знаю, эта икона единственная в Москве, а может быть даже и в России. Посвящение в первую степень ученик начиналось с особого ритуала. Кандидат заходил с повязкой на глазах, с обнаженной грудью, одной босой ногой и веревкой на шее и на руке. Он стучал в дверь ложи по особому знаку. Внутри его спрашивали, зачем он пришел и готов ли следовать масонским принципам. Затем он проходит символические испытания, путь от незнания к самопознанию. А вот как вы думаете, что пили масоны после таких ритуалов? Наверняка английский чай, ведь тогда китайский стоил очень дорого, это диковинка для избранных. Благо сейчас другие времена, и в чайне Янгуан вы можете приобрести от улунов с габой, зеленого чая, посуда, и все это с ароматом, с атмосферой. Ссылочку оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии. Обязательно загляните. Шумная улица Тверская. Это здание Тверская 21-1 и то место, где московские масоны и интеллигенция собирались уже без повязок на глазах. Это Центральный государственный музей современной истории России. В 1780 году на Большой Никитской для генерал-поручика Александра Хероскова был построен каменный особняк. Он был масоном, просветителем и превратил свой дом в центр интеллектуальных собраний с участием Кутузова, Новикова, Карамзина, ну и других. Позже усадьба перешла английскому клубу, и с 1831 года до 1917 года она стала центром московской аристократии. Клуб был закрытым, принимали сюда только по рекомендациям или тайному голосованию. Среди членов клуба были Пушкин, Жуковский, Баве, Островский, ну и другие не менее известные личности. Здесь мы также все можем наблюдать. Головы львов, колонны Боас и Яхин. Обязательно загляните вовнутрь, сейчас не рабочее время еще. Там, говорят, шикарная парадная лестница. В общем, вот здание музея. Загляните. Я думаю, вы уже сами научились читать все вот эти знаки тайные. Кто еще не поставил лайк, поставьте лайк. Кто не подписан, подписываемся. Ну и движемся дальше.
Перед нами церковь Большого Вознесения у Никитских ворот. Ее история уходит еще в 17 век. Основала ее мать Петра I, Наталья Нарышкина. А уже в 19 веке здесь венчались Пушкин и Наталья Гончарова. О чем нам также говорит, вон там за деревьями стоит памятник и фонтан. Но кроме истории здесь очень много загадок. В архитектуре присутствуют символы херувимы, октограммы, чаша, лампада. У входа колонны Боас и Яхин. Эти столпы важные масонские знаки, которые символизируют силу и переход к знаниям. Теперь посмотрите на колокольню. На втором ярусе 2 колонны и кресты в круге. Это уже тамплиерская символика. Хотя тамплиеры и масоны не одно и то же, но в масонстве есть легенда о преемственности. Это даже описывается в шотландском уставе, где даже есть степень рыцаря храма. Крест в круге – это один из таких символов. И да, сама колокольня не оригинал, ее восстановили по старому проекту после сноса в 1930 году. Рядом с церковью небольшой парк, сквер, памятник Алексею Николаевичу Толстому. Там у нас Малая Никитская, Большая Никитская. По Большой Никитской у меня уже есть прогулка, видео на канале, обязательно посмотрите. Во время посвящения кандидат дает клятву хранить тайны масонства и соблюдать его законы. Ее сопровождает символическая формула наказания. Чтобы мое горло было перерезано, язык вырван, а тело похоронено у берега. Эти слова произносятся вслух с ритуальными жестами, подчеркивая серьезность обязательства. И я уже подошел к Гагаринскому переулку. Это дом Фалеева, одноэтажный особняк. Часто связывают с масонами из-за символов над входом. Однако на самом деле этот дом не имеет отношения к масонству никакого. Дом был построен после пожара 1812 года и расширен в 1845 году. В 1895 его купил архитектор Фалеев, который добавил эмблему гражданских инженеров: треугольник, лопатка, топор, кирка, циркуль и канат. Эти символы были официальным знаком инженеров, а не масонов. Так что вы теперь знаете, что это дом не масонов. Хотя я знаю, что очень часто сюда водят туристов и рассказывают, что это масонский дом. Но вот совсем рядом Гагаринский переулок 15/7, дом Штейнгеля. Вот как раз таки я камеру на него показываю. Вот этот особняк построен в 1816 году и принадлежал барону Штейнгелю. Он был членом масонской ложи. И в те годы этот дом часто служил местом встреч московских масонов. Например, в 1830 году в доме появилась каминная и потайная комната. Дверь ее была замаскирована под обычный шкаф, и обнаружили ее только в 1970 году во время реставрации. Эту тайную комнату часто называют масонской. Так что будете рядом, обязательно загляните. Можете сами сравнить эти 2 дома вживую. Так, переходим улицу и сразу идем. Так, чтобы меня не задавили. Это Хрущевский переулок, впереди Причистенко. И как раз таки Причистенко 12 с левой стороны сейчас начнется. Это особняк Лопухиных. Музей Пушкина. Особняк Лопухиных – это одно из мест, где когда-то, по предположениям, собирались московские масоны. Здание полно символов, колонны, изображения солнца, луны, звезд. Все это важно в масонской культуре. В разные годы сюда приходили известные люди, ученые, просветители, сторонники масонских идей. Вот такой на него открывается вид. Колонны, всеми уже вами известные, знакомые.
головы львов, кольца. Улица Причистенка. По Причистенке мы уже с вами как-то гуляли. Видео есть на канале, ссылочку оставлю. В конце 18-го, начале 19 века масонство активно развивалось в Москве. И этому способствовали такие люди, как Николай Новиков и Иван Шварц. В 1792 году масонство запретили, при Александре I его разрешили снова, но в 1822 году все тайные общества снова закрыли. А уже в 1826 году Николай I окончательно подтверждает этот запрет. Я уже подошел к церкви иконной Божьей Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке. Здесь тоже можно увидеть масонские символы. Обратите внимание на эти 5 колец. У них много значений. Это могут быть 5 стихий: земля, вода, огонь, воздух и эфир. Или 5 планет, известных в древности: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. А само кольцо — знак бесконечности. На ограде кресты тамплиеров. Это еще один важный символ. А чтобы увидеть остальные знаки, нужно зайти в церковь. Я уже предварительно зашел и там увидел шахматный пол. Но он теперь более, знаете, такой тусклый. Остались только квадраты. Белые и черные квадраты — это один из главных масонских образов. Он символизирует свет и тьму, добро и зло, порядок и хаос. Не только в столице было общество масонов, но и в провинции. Давайте ненадолго переместимся в Ярославль. Город Ярославль, и я нахожусь у дома Кудасова. Построили его в конце 18 века. И здесь тоже можно на фасаде увидеть сразу несколько интересных символов. Колонны Боас и Яхин, факелы с гирляндами, шестиконечную звезду, венок. Так что масонство было распространено по России. Все, ребят, возвращаемся в Москву. Кстати, если вы еще не смотрели видео про Ярославль, обязательно посмотрите. Оставлю ссылку и подсказку. После революции 1905 года масонство в России снова начало развиваться. И в 1906 году появились новые ложи, такие как Возрождение, Астрея, Полярная звезда. К 1910 году многие масоны присоединились к новому объединению, Великому Востоку народов России. Эта организация была уже политической и к 1917 году насчитывала около 400 человек. После Октябрьской революции масонство в России прекратило свое существование. Интересно, что масонство в России существует и сегодня. Например, на улице Полтавская, 18 находится дом российского масонства Великая ложа России. Это единственная официальная признанная масонская ложа в стране. Ее восстановили в 1995 году, и она работает до сих пор. Спасибо всем, кто смотрит и комментирует. Особая благодарность тем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока!